Харе Кришна, дорогие преданные, уважаемые гости, мы очень рады вас видеть на нашей воскресной программе. И сегодня наша программа необычная, мы сегодня празднуем день явления Шрилы Прабхупады, день Вьясапуджи ШП Лекция, и поэтому программа пройдет по этому сценарию. Сейчас у нас будет лекция. После лекции будет читаться подношение Шрилы Прабхупаде, и потом у нас будет Гуру Пуджа и пир. И сейчас бы я хотел представить нашего замечательного гостя. Это его святейшество Шрила Бхакти Чайтанья Свами Махарадж. Давайте еще раз его поприветствуем. Vedanta Shiramani Prabhu Ke Srila Prabhupada Ke Jagat Guru Srila Prabhupada Ke Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Okay, we're going to read a verse from, it's actually from Srimad Bhagavatam. Мы прочитаем стих из Шримад Бхагаватам. It appears also with Prabhupada's purport in Chaitanya Charitamrita. Но он также встречается в комментарии Шрилы Прабхупады к Чайтанья Чаритамрите. This is actually Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 17, verse 27. Но изначальный стих содержится в 11-й песне Шримад Бхагаватам, 17 глава, 27 стих. And this is Lord Krishna speaking to Uddhava. Эти слова произносит Господь Кришна Удаве. So it is on the screens up there. Сам стих написан на экране. And you can repeat after me. Пожалуйста, повторяйте за мной. Acharya mam vijaniyan Navamanyeta karhichet Namarcha budya suyeta Sarvadeva mayo guru Acharya mam vijaniyan Navamanyeta karhichet Namarcha budya suyeta Sarvadeva mayo guru Acharya mam vijaniyan Navamanyeta karhichet Namartya budya suyeta Sarvadeva mayo guru. Пожалуйста. Acharya mam vijaniya Navamanyeta karhichet Namartya budhya suyeta Sarvadeva mayo guru. Еще, пожалуйста. Acharya mam vijaniya Navamanyeta karhichet Namartya budhya suyeta
Suyeta Namatya Mudya Suyeta Sarvadeva Mayo Guru Sarvadeva Mayo Guru. Mataji. Еще одна, пожалуйста. Условный перевод. Ачарьям, духовного учителя, мам, меня, виджаният, пусть знает, на аваманьета, пусть не относится непочтительно, кархичит, когда бы то ни было, на, не, мартья будхья, с представлением о гуру, как об обычном человеке. Асуета, пусть завидует. Сарвадева, из всех полубогов. Майя, тот, кто состоит. Гуру, духовный учитель. One should know the Acharya as myself and never disrespect him in any way. One should not envy him, thinking him an ordinary man, for he is the representative of all the demigods. Перевод стиха. Человеку следует знать, что Ачарья – это я, и никогда не проявлять неуважения к нему. Ачарье нельзя завидовать, считая его простым смертным, ибо он представитель всех полубогов. Этот стих из Шримад Бхагаватам 11.17.27, который произнес Господь Кришна, отвечая на вопрос Удавы о 4 сословиях и 4 духовных укладах человеческого общества. Здесь Господь описывает поведение брамачари, который находится под опекой духовного учителя. Неверно думать, будто гуру наслаждаются жизнью за счет учеников. Духовный учитель подобен заботливому отцу или матери. Без опеки родителей ребенок не может нормально развиваться. Точно так же без помощи духовного учителя ученик не может возвыситься до уровня трансцендентного служения Господу. Духовного учителя называют ачарьей, трансцендентным преподавателем духовной науки. Обязанности ачарьи изложены в Ману Самхите 2.140, где говорится, что истинный духовный учитель должен взять ученика под свою опеку, посвятить его во все тонкости ведического знания и дать ему второе рождение. Начало обучения духовной науке знаменует церемония Упанити, которая призвана сблизить ученика с духовным учителем. Тот, кто не имеет подобной связи с гуру, не заслуживает священного шнура и потому считается шудрой. Священный шнур на теле брамана, кшатрия или вайшьи свидетельствует о том, что его обладатель получил посвящение у духовного учителя. Сам по себе шнур не имеет ценности, если его носят лишь из желания похвастаться высоким происхождением. Духовный учитель проводит обряд посвящения и надевает на ученика священный шнур, и только после такой самскары, очистительного обряда, начинает серьезно обучать его ведам. Рождение в семье шудры не лишает человека возможности получить духовное посвящение, при условии, что духовный учитель, способный посвятить ученика в браманы, найдет его достойным этого. По определению Ваю Пураны, ачарьей считается тот, кто постиг суть всех ведических писаний и умеет разъяснить их смысл, кто сам следует наставлениям вед и учит этому своих учеников. Верховный Господь предстает перед нами в облике духовного учителя лишь из своего безграничного сострадания. Вот почему вся деятельность ачарьи представляет собой трансцендентное любовное служение Господу. Ачарья – это верховная личность Бога,
в образе слуги. Такой непоколебимый преданный является самым надежным пристанищем для нас, поэтому его называют Ашрая Виграхой, проявлением или образом Господа, у которого следует искать прибежище. Тот, кто не желает служить Верховной Личности Бога, но выдает себя за ачарью, наносит оскорбление Господу, и за это лишается права называться ачарьей. Истинный духовный учитель всегда занят чистым преданным служением Верховной Личности Бога. Именно это доказывает, что он – непосредственное проявление Господа и подлинный представитель Шри Нитьянанды Прабху. Такого духовного учителя называют ачарья девой. Иногда завистливые обыватели, обуреваемые ненасытным желанием чувственных наслаждений, критикуют истинных ачарьев. Но им, что истинный ачарья не отличен от Верховного Господа, и питать к нему зависть все равно, что завидовать самому Богу. А это лишает человека возможности обрести духовное просветление. Как уже отмечалось, ученик должен почитать духовного учителя как проявление Шри Кришны. Однако ему следует помнить, что духовный учитель не вправе подражать божественным играм Господа. Самозванные духовные учители играют на чувствах своих учеников и выдают себя за Шри Кришну. Но подобные имперсоналисты ведут своих учеников по ложному пути, ибо их конечная цель – слияние с Богом. Это полностью противоречит принципам преданного служения. Истинно ведической является философская концепция Ачинтя Бхеда Абхеда Татвы, согласно которой все сущее одновременно и едино с Верховным Господом и отлично от Него. Шрила Рагунатха Дас Госвами говорит, что таково положение истинного духовного учителя, и что ученику следует размышлять о духовном учителе, помня о его близких отношениях с Мукундой, Шри Кришной. Шрила Джива Госвами недвусмысленно объяснил в Бхакти Сандарбхе, 213 стихе, что когда чистый преданный отождествляет духовного учителя и Господа Шиву с личностью Бога, он исходит из того, что оба они очень дороги Господу, но это не значит, что они равны Ему во всех отношениях. Вслед за Шрилой Рагунатхой Дасом Госвами и Шрилой Дживой Госвами то же самое утверждают и более поздние ачарьи. К их числу относится Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, который в своей молитве духовному учителю говорит, что все богооткровенные писания признают единство духовного учителя и личности Бога, ибо духовный учитель очень дорогой и близкий слуга Господа. Таким образом, гаудия вайшнавы поклоняются Шриле Гурудеве, духовному учителю, как слуге личности Бога. Во всей древней литературе, посвященной преданному служению, а также в более поздних трудах, в произведениях Шрилы Нароттама Даса Тхакуры, Шрилы Бхактивиноды Тхакура и других чистых вайшнавов, духовного учителя считают либо одним из приближенных Шримати Радхарани, либо проявлением Шрилы Нитьянанды Прабху. Acharya mam bhajaniyam navamanyeta karhichit namartya buddhyasuyeta sarvadeva mayo guru. One should know the Acharya as myself and never disrespect him in any way. One should not envy him, thinking him an ordinary man, for he is the representative of all the demigods. Человеку следует знать, что Ачарья – это я, и никогда не проявлять неуважения к нему. Ачарье нельзя завидовать, считая его простым смертным, ибо он представитель всех полубогов. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Deshatarne Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchikapaturibhyascha kripa sindhubhyevacha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Vaishnavebhyo namo namaha. So this very important verse and purport is all about Srila Prabhupada. Этот очень важный стих и этот очень важный комментарий говорят о Шриле Прабхупаде. Because he is our Acharya.
Потому что он наш ачарья. He is our founder acharya. Он наш основатель ачарья. And everything in our lives is based on him. И все в нашей жизни основано на нем. Prabhupada, as founder acharya, pervades the whole of ISKCON. Шрила Прабхупада, как ачарья-основатель, он пронизывает собой весь ИСККОН. So particularly this very important verse, which is spoken by Lord Krishna himself, is about Srila Prabhupada. Таким образом, этот самый стих, очень важный стих, произнесенный самим Кришной, говорит именно о Шриле Прабхупаде. Sometimes we say, I don't know if you say it in Russian, but there are spiritual masters and spiritual masters. Не знаю, говорят так в России или нет, но есть такая поговорка, что есть духовные учителя и есть духовные учителя. And Prabhupada is a spiritual master. Так вот, Прабхупада — это духовный учитель. Means he's big spiritual man. Это значит, что он очень большая духовная личность. He's very big acharya. Очень большой ачарья. His position in the parampara is just on the same level as the six Goswamis. Его положение в парампаре находится на том же уровне, что и 6 Госвами. And like Prabhupada mentions here, Vishwanath Chakravarti Thakur, Bhaktivinoda Thakur. Как Прабхупада говорит в комментарии о Шриле Вишванатхе Чакраварти Тхакуре, об Бхактивиноде Тхакуре. So spiritually, Prabhupada is just on the same level as them. Шрила Прабхупада находится на том же духовном уровне, что и они. Others may have the service of spiritual master, that's all right, but they're not on that level. Кто-то еще может выполнять служение духовного учителя, и это нормально, но они не находятся на таком уровне. I remember when I first moved into our ISKCON temple in London. Я помню, когда я впервые переехал в наш храм ИСККОН в Лондоне. Not приехал, but I moved in to actually to live there. Переехал, то есть пришел туда, чтобы жить. Yeah. So I have been coming a little bit, but I didn't know much about Krishna consciousness. Я уже немножко приходил на программы, но многое не знал о сознании Кришны. And the first day it was really quite an experience. И в первый день у меня был очень большой опыт. I mean, it sounds a little funny actually, but it's also very serious. Может показаться немного смешным, но на самом деле очень серьезный опыт. So I arrived there and I spent the day 7th of January 1973. В 1973 году, 7 января, я переехал в храм. Okay. Then the first night came. И вот подошло время первой ночи. And the devotee told me. И преданные сказали мне. Он сказал мне, Prabhu, like that, Prabhu. Так сказал, Прабху. Prabhu. We must get up in the morning at 4 o'clock. Встаем утром в 4 часа. Prabhu, because Prabhupada said. Потому что Прабхупада сказал. Must get up before 4 and come to Mangalarti. Должны вставать до 4 и приходить на Мангаларати. So I said, yeah, okay, sure, нет проблем. Я сказал, да, конечно, нет проблем. I didn't really think about what it really meant to get up at 4 in the morning. Но я на самом деле не задумался, что это значит встать в 4 часа утра. But I found out the next morning at 4 o'clock. Об этом я узнал на следующее утро в 4 часа утра. They shook me. Меня начали трясти And they said, и сказали, Prabhu, Прабху, Prabhu, Prabhupada said, you must get up by 4 o'clock. Прабху, Прабхупада сказал, нужно вставать в 4 утра. Oh, okay. Somehow I got up. Хорошо, я так или иначе встал. And I didn't really know where I was, what was happening.
Я не понимал, где, что происходит. I don't know if I had ever woken up at 4 o'clock before. Я не помню, чтобы я когда-либо до этого вставал в 4 часа утра. So I started putting on my clothes. Я начал одевать свою одежду. And devotee said to me, И преданный сказал мне: Prabhu, Прабху, Prabhupada said, Прабхупада сказал, when you get up in the morning, you must take a bath. встав рано утром, ты должен принять омовение. Oh, okay. Если вы приказываете мне. And I couldn't really understand why, but I had to take a bath because Prabhupada said. Я на самом деле не понимал, зачем, но раз Прабхупада сказал, значит, я пошел принимать омовение. So I went up into the bathroom. И я поднялся в ванную комнату. There were at least minimum 30 devotees in the bathroom. В ванной комнате уже было минимум 30 преданных. One shower. И был один душ. Everyone had 15 seconds. И у каждого было 15 секунд. And there was devotee there with watch. И рядом стоял преданный с часами. Right. 10, 5, 10, 5. next. Следующий. Okay, so I was in the queue and eventually I got there. И вот я стоял в очереди, подошла моя очередь. And so I went in. И я зашел в душ. There was one tap. Там был один вентиль. So I turned it on. Я повернул этот вентиль. It was the cold tap. Это была холодная вода. And it was January. В январе. So I'm looking, where's the other tap? Я стал оглядываться, где же второй вентиль. Something is wrong. Что-то было не так. So I put my head out. Я высунул голову. Where's the hot tap? А где горячая вода? And devotee said to me, А преданный сказал мне: Prabhu, Прабху, Prabhupada said, you must have a cold bath. Прабхупада сказал, нужно холодный душ принимать. Oh, okay. And you've only got 10 seconds left. И преданный продолжал: 10 секунд осталось. Okay, so then I came out, I dried myself. Я вышел, высушился. And we did not have our own devotee clothes. У нас не было личной одежды. There was a big box full of clothes. Была большая коробка, в которой было много одежды. And you just go in, find a dhoti, find a kurta. К ней все подходили, находили дхоти, курту. So, actually, I put on my kami clothes. На самом деле, в тот день я одел просто свою кармическую одежду. Yeah. Next day, I put on devotee clothes. Но на следующий день уже оделся как преданный. And I couldn't find matching socks. Я не смог найти пару одинаковых носков. I found one very nice red sock and one very nice blue sock. Я нашел очень хороший красный носок и очень хороший синий носок. And then I saw one devotee walking around with the brother of the red sock. И чуть позже я заметил преданного, который шел, и на ноге у него был брат моего красного носка. So I said, "Can we swap?" И я подошел к нему и сказал: а можем поменяться? And devotee сказал мне, Prabhu, Prabhupada said we must not be attached to how we look. И преданный сказал мне: Прабхупада сказал, что мы не должны быть привязаны к тому, как мы выглядим. Anyway, that was the second day. First day I put on my kami clothes. Но это уже было на второй день. Первый день я одел свою кармическую одежду. And including the socks which I had been wearing for the last 3 or 4 days at least. Включая носки, которые я носил, по крайней мере, 3 или 4 дня. I went down for Mangalarti. Я спустился на Мангаларати. In those days there were no songbooks. А в то время у нас не было песенников. Anyway, we finished Mangalarti. Но так или иначе Мангаларати прошла. And I thought, okay, now I'll go back and sleep. Я подумал, ну хорошо, все, можно подняться и опять поспать. Преданный сказал мне, Prabhu, Prabhupada said,
After Mangalarti, we must chant japa. Преданный сказал: Прабхупада сказал, что после Мангаларти нужно читать джапу. Okay. So I started chanting japa. Хорошо, я начал читать джапу. And then maybe 7 o'clock was the Bhagavatam class. И где-то в районе 7 начался класс Бхагаватам. In those days there was no Guru Puja. В те дни у нас не было Гуру Пуджи. And there was no greeting of the deities. И не было приветствия божеств. Guru Puja was introduced maybe a year or year and a half later, something like that. Гуру Пуджа была введена где-то год или полтора спустя. So I'm sitting there next to the devotee who's giving class. И вот я сижу рядом с преданным, который дает лекцию. His name was Rabhatanandan Swami. Его звали Рабхатанандан Свами. He was very heavy, очень сильный, американский преданный, очень сильный. So he's giving the class. И вот он дает лекцию. I'm sitting right next to him. И я сижу прямо рядом с ним. With my socks on, which I've been wearing at least 3 or 4 days or more. Со своими носками, которые носил уже 3 или 4 дня, а может и больше. And he started sniffing. Он начал принюхиваться. And then he understood. И он начал догадываться, It was me. что это был я. Он сказал, что он сказал? Prabhu, Prabhupada said, we must have clean clothes every day. И он сказал: Прабхупада сказал, что у нас должна быть чистая одежда каждый день. Go and change your socks. Иди, смени носки. Oops, okay. So up to the brahmachari room. Ну, хорошо, я пошел опять наверх в комнату Брахмачари. And changed my socks. Поменял носки. And I thought, oh, this is good. No one is watching. Everyone's in the class. I can sleep again. Я подумал: замечательно, никого рядом нет, все на классе, я могу снова поспать. Преданный пришел. Сказал мне: Prabhu, Prabhupada said we must attend Srimad Bhagavatam class. Пришел преданный и сказал: Прабхупада сказал, что мы должны быть на лекции по Шримад Бхагаватам. Oh, okay. Back down to Srimad Bhagavatam class. Хорошо, я спустился обратно на класс Шримад Бхагаватам. Class finished, everyone walked out. I didn't know what to do. Лекция закончилась, все ушли, я не знал, что мне делать. Devotee came up to me. И преданный подошел ко мне. And преданный сказал: Prabhu, Prabhupada said we must now take prasadam. И он сказал: Прабхупада сказал, что мы теперь должны принимать прасад. I knew what prasadam was. Что такое прасад, я уже знал. So I thought, oh, okay, that's good. That sounds nice. Я подумал: ну, неплохая идея, да. So I went down to the prasadam room. Я спустился в комнату, где подавали прасад. Devotees are serving prasad. Преданные раздавали прасад. One devotee was serving chickpeas. И один преданный раздавал турецкий горошек. He counted the chickpeas. И он считал каждую горошину. He gave everyone 9. И каждому давал по 9 штук. Seriously. And I said, could I have some more? Я спросил: а можно побольше? Преданный сказал мне: Prabhu, Prabhupada said, you must not have more than 9 chickpeas. Преданный сказал: Прабхупада сказал, что мы не должны раздавать больше, чем по 9 турецких горошин. Then after prasadam, I got my first service. После прасада я получил свое первое служение. I became the chief, the head pot washer. Я стал главным, самым важным мойщиком котлов. There was only one. Мойщиков был всего один, это был я. So I went and okay, we'll wash the pots. Ну, я пошел мыть котлы, хорошо. And it was Monday morning. The pots were there from the Sunday feast. Дело было в понедельник утром, поэтому котлы остались с воскресенья. And the big pots, and they were really dirty. Были большие котлы, они были действительно грязными. So there were 2 taps. И было 2 крана.
I tried one, it was the cold tap, very good. Я открыл первый, это была холодная вода, очень хорошо. I tried the other one, Попробовал второй, it didn't work. он не работал. No water, only cold water. Опять только холодная вода. I said to the chief cook, I said, can we have some hot water? Я спросил у главного повара, можно мне горячей воды? Главный повар сказал мне, Prabhu, Prabhupada said, we must not have sense gratification. И главный повар мне сказал, Прабхупада сказал, что у нас не должно быть чувственных наслаждений. So use the cold water. Поэтому используй холодную воду. So I said, okay, all right. Where's the soap? Я сказал, ну ладно, а где мыло? Soap? Мыло? We don't use soap. Мылом не пользуемся. Just clean the pots. Просто мой котлы. Okay, so you get the idea. The whole day it was just Prabhu, Prabhupada said, Prabhupada said, the whole day. Ну, я думаю, что вы уже поняли идею, что целый день мне только и говорили, что Прабхупада сказал то-то, Прабхупада сказал то-то. Sure. So I know it sounds a little funny, and it was a funny experience in one sense. Я знаю, что звучит немножко смешно, и до какой-то степени это был смешной опыт. But actually it's very serious at the same time. Но в то же самое время это очень серьезный опыт. Everything that we do in Krishna consciousness, if we're doing things properly in Krishna consciousness, we are doing as Prabhupada said. Все, что мы делаем в сознании Кришны, если мы это делаем правильно, мы делаем это так, как сказал нам Прабхупада. Yeah, you know, of course sometimes we speculate, a little mental speculation. Конечно, иногда у нас бывают спекуляции в уме. And sometimes we may think we have some very nice mental speculation. И иногда нам кажется, что у нас очень хорошие умственные спекуляции. Yes, very good. Да, очень хорошие. You know, like we can redefine what is illicit sex life. Например, мы можем дать новое определение незаконному сексу. Anyway, we won't get into that today. Так или иначе, сегодня это обсуждать не будем. But the thing is that from the morning through the day to the night, we are just following a program which Prabhupada said. Но суть в том, что с самого утра, весь день и также вечером мы следуем той программе, которую дал нам Шрила Прабхупада. And that is life in Krishna consciousness. Это называется жизнью в сознании Кришны. So therefore, Srila Prabhupada is in fact, in very straightforward terms, he is the spiritual master of all of us. И именно поэтому Шрила Прабхупада в самом истинном смысле этого слова по-настоящему является духовным учителем каждого из нас. Now, of course, in saying that, we're not trying to encourage some Ritvik idea. Сказав это, мы не поощряем идеи ритвиков. Слышали о Ritvik? Слышали о ритвиках? Нет? If you didn't hear, поздравляю вас. Если вы не слышали, я вас поздравляю. You're very fortunate. Вам очень повезло. So, but anyway, this does not mean that we do not need a personal living spiritual master. Так или иначе, это не означает, что у нас нет необходимости в духовном учителе, который сейчас присутствует на планете. We also need a personal spiritual master. Нам также нужен личный духовный учитель. Because we are persons, and Krishna consciousness is completely personal. Потому что мы личности, и процесс сознания Кришны полностью личностен. And each one of us is an individual.
И каждый из нас является индивидуальностью. And someone has some strong point and some weak point. У кого-то есть свои слабые, и у каждого есть свои слабые и сильные стороны. And another one has a different strong point and a different weak point. У другого человека свои сильные стороны и свои слабые стороны. And it can be a little complicated on the personal level. И иногда возникают сложности на межличностном уровне. So each one of us needs a personal guide who can take charge of us and help us in ways which are suitable for us as individuals to make progress. И для каждого из нас нужен личный проводник, тот человек, который возьмет за нас ответственность и который подскажет, как нам действовать в данной конкретной ситуации. Prabhupada once was giving a class on Srimad Bhagavatam, I think 1-18. Однажды Шрила Прабхупада давал лекцию по Шримад Бхагаватам 1.2.18. I think that's Nashta Prayeshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya. That one must regularly attend classes on Bhagavatam and render service to the person Bhagavat. В стихе говорится, что человек должен регулярно посещать лекции по Шримад Бхагаватам и также совершать служение личности Бхагаватам. And so there are these two Bhagavats, the book and the person. Итак, есть две то есть есть книга Бхагаватам и личность Бхагаватам. And Prabhupada was giving class on this verse and he asked the devotees, which is more important, the book or the person? Во время лекции Шрила Прабхупада спросил у преданных, кто более важен, книга Бхагаватам или преданный Бхагаватам. And some said book, some said both. Кто-то сказал книга, кто-то сказал оба. Oba, разумный. And Prabhupada said, no, the person Bhagavat. Прабхупада сказал, нет, личность Бхагавата. And Prabhupada said, because the person Bhagavat can pull your ear. И Прабхупада объяснил, что личность Бхагавата может потянуть вас за ухо. So we need someone sort of. Надрать уши, подсказывают старшие преданные. Это правильно, хорошо. Yeah, we need someone behind us in that personal sense. За нами кто-то должен стоять, вот именно, кто лично о нас заботится. So that is part of Krishna consciousness. It has been for thousands of years or millions of years. И это является частью сознания Кришны уже тысячи и миллионы лет. But Srila Prabhupada is in a special category. Но Шрила Прабхупада относится к особой категории. This category is called Founder Acharya. И эта категория называется основатель Ачарья. And actually, some of our devotees, Ravindra Swarup Prabhu, prepared very nice book. It is really good about how Prabhupada is the founder Acharya. И некоторые наши преданные, например, Равиндра Сварупа Прабху, опубликовали очень замечательные книги о том, что значит, что Шрила Прабхупада Ачарья основатель. Founder Acharya means his instructions are just pervading the whole organization. Ачарья основателя означает, что его наставления, они пронизывают, они относятся ко всей организации. And they just govern all the activities of the whole organization. И ими руководствуется в деятельности вся организация. And they govern the lives of all the devotees in the organization. И они являются руководством в жизни каждого преданного в этой организации. And this is Srila Prabhupada within ISKCON. И это именно таков Шрила Прабхупада в ИСККОН. So whatever we're doing in Krishna consciousness, if we are doing Krishna consciousness properly, we are doing something which Prabhupada said to do, and even in the ways that he said to do it.
Таким образом, если мы что-то делаем в сознании Кришны, если мы это делаем правильным образом, то мы это делаем согласно тому, как Прабхупада говорил. Именно так, как он говорил это делать. Like I was at Bhaktivedanta Manor once, and Srila Prabhupada was chanting japa with the devotees. Однажды я был в Бхактивиданта Мэннере и видел, как Шрила Прабхупада читает джапу вместе с преданными. And I'm sure you've heard the recordings there. A number of recordings from different places, different times. Prabhupada's chanting with the devotees. И я уверен, вы слышали эти записи. Есть несколько записей, где в разных местах Шрила Прабхупада читает джапу вместе с преданными. And what does Prabhupada say? И что там говорит Прабхупада на записи? Sit properly. Сядь ровно. Hare Krishna. Простите меня. Anyway, but Prabhupada, and we've all heard Prabhupada say this. Мы все слышали, как Прабхупада это сказал. Это правда? Слышали, да? Да, я тоже. So yeah, like this, Prabhupada is governing in the more general sense. He is governing every aspect of our lives in Krishna consciousness. Другими словами, Шрила Прабхупада руководит всеми аспектами нашей жизни в сознании Кришны. And even assuming that we do have our personal spiritual master who initiated us. Даже несмотря на то, что у каждого у нас есть личный духовный учитель, который дал нам посвящение, But we still have a personal relationship with Srila Prabhupada. несмотря на это, у нас все равно есть личностные взаимоотношения с Шрилой Прабхупадой. He's not just some person from another period of time which is finished. Он не просто человек предыдущей эпохи, времени, которое уже закончилось, But he is present now within his ISKCON. но он присутствует сейчас в своем искон. And if we pray to Prabhupada, and if we really try and meditate on Prabhupada and appreciate Prabhupada, И если мы будем молиться Шриле Прабхупаде, если мы медитируем на Шрилу Прабхупаду и ценим его, then we'll actually feel a connection with him, and we may feel his presence. то мы будем чувствовать связь с ним и будем чувствовать его присутствие. Some few years ago, maybe 5 or 6 or something, I was doing a Govardhan Parikrama. Несколько лет назад, 5-6 лет назад, я проводил парикраму вокруг Говардхана. So we started just outside Radhakund at the crossroads. Мы начали парикраму у перекрестка дорог у Радха-Кунды. And then we went around and around and around, and eventually, late in the afternoon, we came to Radhakund itself. И мы обходили вокруг холма, и поздно вечером мы вернулись также к Радха-Кунде. And we sat down on the banks of Radhakund. Мы сели на берегах Радха-Кунды, And and I was thinking to myself и я подумал, that, did it again? ну вот, снова сделали это. Another Govardhan Parikrama. Еще одна Говардхана парикрама пройдена. Pat on the back. Congratulations to me. То есть можно себе поставить заслугу. And I actually said to another devotee who was sitting next to me, И я сказал преданному, который сидел рядом со мной, I said, yeah, well that's about my, I don't know, 20th Govardhan Parikrama, something like that. я ему сказал, что это, похоже, моя 20-я Говардхана парикрама. Yeah, done it again. Very good. Очень хорошо, да, я снова это сделал. Just at that second, В ту же секунду on this big sound system around the whole of Radhakund and Shyamakund, из колонок, которые расположены вокруг Радха-Кунды и Шьяма-Кунды, really loud,
очень громко came the words. разнеслись слова. Prabhupada mentions here sort of indirectly. Прабхупада о них также здесь упоминает косвенно. So the words came. И были слышны следующие слова. Yasya prasadad bhagavat prasado. Yasya prasada nagati kutopi. Dhyayams duvams tasya yashastri sandhyam. Vande guru shri charana ravindam. Just as I was thinking it, and just as I was saying that. Эти слова стали слышны как раз в тот момент, когда я так подумал и когда обратился к преданному. And it was just like, wow, that was Srila Prabhupada. Я сразу понял, что через эти слова проявился Шрила Прабхупада. So yeah, Prabhupada pervades our lives in Krishna consciousness. Прабхупада, он присутствует во всей нашей жизни в сознании Кришны. And it is possible to become aware of this. И возможно стать сознающим это. Yeah. The thing is, one has to tune in to Srila Prabhupada. Ключом к этому является то, что мы должны настроиться на Шрилу Прабхупаду. Because he's everywhere in ISKCON. Потому что он повсюду в ИСККОН. There's a little story which Sachinandan Maharaj, I heard from him. Я услышал небольшую историю от Сачинанданы Махараджи. Слышите, пожалуйста. That it was in the, I think, 1920s, there was very severe depression, financial depression. В 20-е годы прошлого века был очень серьезный финансовый кризис, депрессия. Half the population lost all their money and they were just finished. Половина населения потеряла все свои сбережения, у них ничего не осталось. And particularly in America, if it was ever possible to get a job, 500 people would be there to try to get that one job. И в особенности в Америке, если открывалась какая-то вакансия, сразу же приходило 500 человек кандидатов на это место. So the Western Union telegraph company, they needed a Morse code operator. И компании Western Union, телеграфической компании, требовался оператор морзянки. You heard of Morse code? Слышали о морзянке? Да, нет? Код Морзе. Да, нет. Different sounds like that represent different letters. То есть различные звуки, точки и тире, представляющие буквы. There's 3 short sounds, that's S. 3 коротких точки — это S. And 3 long sounds, А 3 длинных — that's O. это O. That's all the Morse code I know. Это все, что я знаю из морзянки. Anyway, that's Morse code. They used to use it back in those days. Но так или иначе, это морзянка, которой раньше пользовались. So they needed a Morse code operator. 500 people came. И вот у них была вакансия оператора кода Морзе, и пришло 500 человек. And they're in this big queue. Все они выстроились в длинную очередь. In a building where they were doing construction. Все это происходило в здании, где происходили ремонтные работы. So there's banging of hammers and sawing. Там стучали топоры, пилы шумели. And particularly banging of hammers. Но было много этих молотков. And all these 500 people are waiting. И вот эти 5 сотен стоят и ждут. And one by one they go in and they don't even know what Morse code is, so they don't get the job. И каждый по очереди заходит в комнату и выходит, потому что они не знают даже, что такое код Морзе. Then one young man came running up from the end of the queue. И вот с конца очереди вдруг бежит вперед один молодой человек. He ran into the boss's office. И забегает к боссу в офис. And all the people in the queue thought, what is he doing? И все в очереди думают, что он себе позволяет. We're
going to get him when he comes out, Сейчас мы ему устроим, пусть только выйдет. jumping the queue. То есть вся очередь на него набросится. And then a couple of minutes later, the boss came out with the young man, Через несколько минут босс выходит вместе с этим молодым человеком and he told all the people in the queue, и всем объявляет: you can all go home. можете идти домой. I'm going to give this young man the job. Я даю работу этому молодому человеку. So they were just about to get the young man and beat him up. Его там чуть на месте не разорвали, этого молодого человека. But the boss said, no, there's a reason why I gave him the job. Но босс сказал, есть причина, по которой я даю работу именно ему. Because he knows Morse code. Он знает код Морзе. And you hear the people with the hammers. Вы все слышите, как работают молотками. They're hammering in Morse code. И они работают молотками, они выбивают код Морзе. And they're saying, if you understand what this means, come into the office immediately, I'll give you the job right away. И молотки выбивали следующее. Если ты понимаешь, что мы сейчас тебе говорим, иди, мы тебе дадим работу. Немедленно, да, к боссу. Prem suggests. But the thing is, you got to be tuned in. То есть, вы понимаете, нужно быть настроенным. He was tuned in to what was happening. И этот человек, он был настроен на то, что происходит. That the message was there, but the others didn't even know it was there. Все слышали это послание, но они не могли его понять. So Prabhupada is pervading ISKCON. He is there, but we have to tune into him. И Прабхупада, он пронизывает собой весь ИСККОН, мы просто должны настроиться на него. And if we do tune into him through seriously following the program he's given us, И если мы настраиваемся на него, серьезно следуя той программе, которую он нам дал, and doing our service in ISKCON as a service to him, и выполняя наше служение в ИСККОН как служение ему, and if we pray to Prabhupada and meditate on Srila Prabhupada, если мы молимся Шриле Прабхупаде и медитируем на него, then we'll feel his presence in our lives. то мы будем чувствовать его присутствие в своей жизни. He's already there, but we may not be tuned in enough. Он уже присутствует в ней, но мы, можем быть, недостаточно настроены на него. So again, this is not to kind of minimize at all the position of or the role of living spiritual masters. Это ни в коей мере не принижает положение тех духовных учителей, которые сейчас присутствуют на планете. But the thing is, Prabhupada is founder Acharya. Но суть в том, что Прабхупада — это ачарья-основатель. And he will actually have a relationship with every devotee in ISKCON for, we hope, the next 10,000 years, at least as long as they'll be in ISKCON. И он будет иметь личные взаимоотношения с каждым преданным ИСККОН. Мы надеемся, что это будет продолжаться по крайней мере 10 тысяч лет, но по крайней мере пока есть ИСККОН. And everyone, not just now, but in the next generation, the future in 100 years, 500 years, everyone should learn how to tune into Srila Prabhupada's presence and connect and have a relationship with Srila Prabhupada. И это актуально не только сейчас, но и через 100 лет, через 500 лет. Каждый должен научиться настраиваться на Шрилу Прабхупаду и устанавливать личные взаимоотношения с ним. Yeah, because Prabhupada, he is saving us. Потому что Прабхупада спасает нас. Of course, our current spiritual masters, they're also saving us. Наши духовные учителя также спасают нас. But let me just close by telling you a little story, personal experience I had with Srila Prabhupada. Я хочу закончить, рассказав небольшую историю своего личного опыта с Шрилой Прабхупадой. I'd seen Prabhupada first time when I was at university in Auckland, New Zealand in April 1972. В апреле 1972 года в университете Окленд, в Новой Зеландии, я впервые увидел Шрилу Прабхупаду. Actually, Prabhupada was the first devotee I saw.
На самом деле Прабхупада был первым преданным, которого я увидел. That's a long story, I won't get into that. Это длинная история, об этом не буду. But the second time I saw Srila Prabhupada, I had already moved into the temple in London about, it was a year later. Но второй раз я увидел Шрилу Прабхупаду уже когда я переехал в храм в Лондоне, и это было где-то год спустя. George Harrison had just given us Bhaktivedanta Manor. Джордж Харрисон только что подарил нам Бхактивиданта Мэннер, And Prabhupada came to visit. и Прабхупада приехал с визитом. He came in from Heathrow Airport, from the airport, by helicopter. И из аэропорта Хитроу он прилетел на вертолете. And he landed on the grass, and the devotees made 2 lines into the temple building. И вертолет приземлился на лужайке, и от вертолета до входа в храм преданные выстроились 2 колонны. And I was one of the new boys. Я был одним из новичков, So I was right at the end of the line, поэтому был прямо в самом конце этой линии, inside the building of Bhaktivedanta Manor. которая заканчивалась уже в здании внутри Бхактивиданта Мэннер. So Prabhupada came up between these lines, Прабхупада прошел между этими 2 линиями, into the manor, зашел в Бхактивиданта Мэннер, and he came sort of approaching us, и вот он уже подходил к нам, and we offered our obeisances. мы предложили наши поклоны, And Prabhupada stopped и Прабхупада остановился. just before me, in front of the person before me. Он остановился прямо рядышком со мной, напротив преданного, который лежал рядом. So we are down, and Prabhupada is there, И вот мы лежим, стоит рядом Прабхупада, and we didn't know what to do. и мы не знаем, что нам делать. Do we stay down, stand up? Что мы, остаемся лежать или встаем? So, when in doubt, stay down. Когда сомневаешься, оставайся лежать. Stay humble. Сохраняй смирение. So we were just down, it's like for a minute or so, and Prabhupada's talking to some devotees. И вот мы лежим уже где-то минуту, Прабхупада разговаривает с какими-то преданными. And the devotee next to me, he put his hand out, И преданный, который лежал рядом со мной, начал вытягивать руку. and he stretched his hand out, И он начал ее тянуть. and he touched Srila Prabhupada's foot. Он тянулся и дотронулся до стопы Шрилы Прабхупады. So he was there, I'm here, И вот он рядышком, я вот тут лежу. and we are down, Мы лежим. and he turned to me, Он повернулся ко мне and he went, и показал вот так, that I should do that. что я должен сделать то же самое. Okay, so I'm a little further away. Но я лежал чуть подальше. So, okay, stick my hand out, Я начал вытягивать свою руку, and out, тяну ее, and out. тяну. And there was one big sannyasi there, И там был один большой саньяси, Brahmananda Swami. Брахмананда с вами. Очень большой sannyasi, with his very big danda. И у него была очень большая данда. My hand is going out. Вот моя рука тянется, And with his danda, he went bang on my hand. и он своей дандой дал мне по руке. So I started pulling my hand back. Рука потянулась обратно. And devotee next to me, А преданный, который лежал рядом, he went, go on. мне показывал: давай. Okay, so I put my hand out again. Я снова потянул руку. And it was a real stretch. Я действительно очень хорошо потянулся. And I just touched Prabhupada's foot. Я дотронулся до стопы Прабхупады. I got some dust from his lotus foot. Получил пыль с его лотосной стопы. And I think that's why I'm still here. Я думаю, что именно поэтому я до сих пор здесь. Just by the mercy of Srila Prabhupada. Просто по милости Шрилы Прабхупады. Srila Prabhupada King. Srila Prabhupada King. Srila Prabhupada King. And I think that's why we're all here, really. Я на самом деле думаю, что все мы по этой же причине здесь. We're here by the mercy of Srila Prabhupada and by the mercy of people who got the mercy of Srila Prabhupada. Мы здесь по милости Шрилы Прабхупады и по милости тех людей, кто получил милость Шрилы Прабхупады. And part of being in a healthy condition of Krishna consciousness is to be aware
of how Prabhupada is pervading your life and pervading everything in Krishna consciousness. И частью здорового состояния сознания Кришны является осознание того, как Прабхупада пронизывает все в вашей жизни, пронизывает все сознание Кришны. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Srila Prabhupada ki. Srila Prabhupada ki. Hare Krishna. Spasiba. Давайте поблагодарим еще раз Его Святейшество Шрила Чайтанья Махараджа. Это на самом деле огромная удача, что он сегодня вместе с нами. Это еще раз, давайте еще раз. Сейчас мы